Новые материалы для колес юнимобилей. Меморандум о взаимопонимании в Индии. Работа над проектом для санатория «Сосны». Международный конкурс научных работ UST Incorporated. Специалисты компании UST тестируют колеса с полиуретановым бандажом. Этот материал устойчив к износу и механическим повреждениям, а также улучшает сцепление и амортизацию. Испытания проводятся на специальном стенде, где колесо для юнимобиля обкатывается по колесу большего диаметра, которое имитирует рельс. Цель испытаний – проверить ресурс колес с полиуретановым бандажом. Да, испытания показали наглядно, что колеса с полиуретановым покрытием позволяют существенно снизить уровень шума от наших рельсовых беспилотников. Внедрение полиуретановых колес, естественно, будет иметь значительный эффект для проектов с определенными характеристиками, где требуется снижение шума, как минимум, и где необходимо обеспечить исключение остаточных деформаций в колесе. Компания iSky Transport System, представляющая интересы UST в Индии, и государственная корпорация RITES Ltd подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает стратегическое партнерство в области изучения и внедрения технологий UST, включая контейнерную логистику, системы обработки грузов, а также развитие интеллектуальной транспортной сети для городов будущего. Особое внимание в сотрудничестве уделяется технологии SSRT или струнному транспорту. Насколько вы знаете, что в Индии наш представитель, компания iSky, которая расположена в Бангалоре, подписала договор о стратегическом партнерстве с государственной компанией RITES. Это очень большая компания с государственным участием, как я упомянул, и которая занимается именно консультированием, инжинирингом проектов, транспортных проектов в Министерстве транспорта Индии. Эта компания RITES, кстати, она также имеет представительство в других странах Азии, и это один из ведущих железнодорожных и транспортных консультантов. И несомненно, что для продвижения струнного транспорта иметь такую компанию вместе и с ней продвигать технологию – это огромнейшее достижение. Мы встречались неоднократно с представителями компании RITES, с ее руководством, и увидели огромную заинтересованность, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что Индия – это страна, где сейчас происходит развитие транспортной отрасли, бурное развитие транспортной отрасли, и они ищут решения, они пытаются рассмотреть различные технологии. И вот здесь, вот в этом процессе, конечно же, струнный транспорт с нашими преимуществами, с нашими возможностями решить множество проблем, у них в приоритете. Поэтому еще раз хочу сказать, что это событие знаковое, и, несомненно, оно будет использовано для решения вопросов получения проектов в Индии. Продолжается реализация экологически безопасного проекта транспортно-инфраструктурного комплекса UST для санатория «Сосны». Утвержден дизайн юнимобилей, который будет состоять из пассажирского и тягового модулей. Транспортное средство получит тяговую батарею на суперконденсаторах с функцией быстрой зарядки. Салон юнимобиля рассчитан на 6 сидячих мест с возможностью перевозки одного маломобильного пассажира. Планируется, что проект UST станет частью масштабного обновления инфраструктуры санатория к его 50-летнему юбилею. Да, юнимобиль для санатория «Сосны» получил еще двухступенчатую пневматическую подвеску. Первая ступень у нас отвечает за плавность хода машины на въезд в анкерные узлы, проезд промежуточных опор. Вторая ступень сглаживает микронеровности, которые возникают на дороге так или иначе из-за того, что попадают иглицы, либо еще какие-то посторонние предметы.
В любом случае комфорт увеличивается значительно. Также наша первая ступень выполняет функцию регулирования высоты машины. То есть машина сегодня будет приходить на станцию всегда вровень с полом. В зависимости от того, сколько человек зашло, пневмоподвеска будет подкачиваться и выравнивать машину относительно станции. Также мы разработали систему аварийной остановки, которая включает в себя целый ряд выключателей. В случае нештатной ситуации выключатели срабатывают и активируется система аварийного торможения. В главном офисе компании UST прошел финал международного конкурса научных работ среди молодых исследователей из ведущих вузов Беларуси, России, а также других стран. Всего было зарегистрировано 40 проектов, 3 из которых заняли призовые места. Эти работы отличались не только оригинальностью архитектурных и инженерных подходов, но и глубоким анализом эффективности струнных систем в современных городских условиях, актуальностью для транспортной отрасли и высокой практической значимостью. В целом результаты конкурса нас порадовали на самом деле. В этом году очень высокие результаты, хорошие были, как и с точки зрения предложения новых идей, были с точки зрения расчетных моделей наших анкерных опор, и были интересные проекты по созданию экономических моделей расчета применения наших струнных транспортных комплексов для различных регионов. Это был дайджест UST, только самое главное и интересное. Хотите узнать больше? Заходите на наш сайт, подписывайтесь на YouTube-канал и другие социальные сети, чтобы не пропустить следующий выпуск.